Бонжур. Самое время поднять себе настроение ярким блюдом. Для него нам понадобится 3 помидора. Нарезаем их достаточно толстыми кольцами. С помощью специального приспособления убираем сердцевину. Семечки и лишняя влага нам ни к чему. Оставляем только края. Проделываем это со всеми ломтиками. Нарежем сердцевину на небольшие кусочки. Это пригодится для начинки. Порубим их как можно мельче. Так мы получим больше сока. Должно получиться что-то вроде томатной пасты. Отправляем массу в глубокую емкость. Нарежем чеснок или зеленый лук. Эти продукты очень полезны в период простуд и отлично повышают иммунитет. Мы взяли довольно большой пучок лука, но можно уменьшить количество на свой вкус. Отправляем зелень к томатной массе. Добавляем 2 яйца. Они выступят связующим звеном. Насыпаем соль и перец по вкусу. Нам также понадобится столовая ложка муки высшего сорта. А теперь как следует перемешаем все венчиком. Нужно делать это активно, чтобы избежать формирования мучнистых комочков. Ставим сковороду на плиту и кладем в нее кусок сливочного масла. Равномерно смазываем им всю поверхность для жарки. Масло придаст блюду сладко-сливочный вкус. Выкладываем на сковороду томатные кольца. Заполняем ими все пространство. Не нужно оставлять большие зазоры. Внутрь каждого кольца выкладываем яичную смесь. Доливаем до краев. Используем всю смесь. Если местами она немного вытекает, ничего страшного. Белок в яйцах совсем скоро свернется, и этот процесс остановится. Постарайтесь выложить смесь как можно быстрее, чтобы все томаты прожарились равномерно. Последний штрих. Держим на огне 2 минуты под крышкой. Посмотрите, как красиво запеклась начинка. Силиконовой лопаткой аккуратно переворачиваем томатные кольца на другую сторону. Они приобрели аппетитный золотистый оттенок. Натираем сверху сыр манчего. Он сделан из овечьего молока. Если вам такой не по вкусу, используйте любой другой сыр. Равномерно покрываем каждое томатное колечко. Совсем скоро сыр расплавится и отдаст блюду весь свой вкус. Для еще большей ароматности посыпаем томаты чесноком или зеленым луком. Сыр расплавился, блюдо готово, можно снимать с огня. Перекладываем его на большую тарелку. Осталось всего пара колечек, и можно приступать к дегустации. Аккуратно, томаты еще горячие. Этот вкус стоил всех усилий.